Всем привет, народ, это YouTube канал Steinhaus, и сейчас я хочу показать, чем можно заменить мусат для правки кухонных ножей. Но и не только кухонных, я буду показывать на своем ноже Opinel. Это не совсем кухонный нож. Так можно править любые ножи. У меня на канале есть видео про керамический мусат с Алиэкспресса и о том, как пользоваться мусатом для правки ножей. Видео будет разбито по главам. Кому неохота слушать, можно сразу перейти к правке ножа. Но я буду очень благодарен, если вы посмотрите видео полностью, без перемотки. А еще подпишитесь на канал и напишите любой комментарий. Это будет лучшая поддержка для развития канала. Сегодня мы будем затачивать нож с помощью кружки или тарелки. Это будет заточка ножа подручными средствами, которые есть у всех. Ну, то есть, правильнее сказать, не затачивать, а править нож мусатом или в данном случае тарелкой будет очень трудно заточить нож. Поэтому таким способом именно правят ножи, которые немного потеряли остроту. Потому что здесь абразив очень мелкий, он будет снимать очень мало металла с режущей кромки ножа. Ну, а на точилке или же на камнях для заточки ножей именно точат тупые ножи. Или ножи со сколами, вмятинами на лезвии, ну или меняют угол заточки ножа и для этого используют камни различной гритности, которые хорошо снимают металл с ножа. Кстати, я планирую снять видео, как убрать вмятины и сколы на ноже и как восстановить такой нож. Про точилку для ножей с Алиэкспресса Ruixin Pro RX008 у меня уже есть видео на канале, ссылки на него будут в описании под видео. И также у меня есть видео о том, как заточить нож для новичка на точилке ножей Ruixin Pro RX008 с помощью водных камней. В принципе, таких точилок очень много, и смысл на них на всех один и тот же. Точится все одинаково. Нам понадобится для заточки ножа, точнее правки ножа, подручными средствами кружка, либо тарелка, либо какая-то другая керамическая посуда. Донышко такой посуды обязательно должно быть шероховатое. Не гладкое, как вся остальная чашка или тарелка, а именно шероховатое. Вот здесь видно, что круг, донышко шероховатый. Это и есть тот самый абразив, который нам нужен. Он очень мелкий, конечно, на моем мусате он еще меньше, еще мельче этот абразив, но как временная замена мусату пойдет. Вот, я буду сегодня затачивать с помощью тарелки. Взял специально зеленую тарелку с таким темненьким ободком на донышке, чтобы было видно его. Вот, это тоже не окрашенная часть, вот сама керамическая часть тарелки, очень мелкая шероховатость. Еле ощущается ногтем. Она нам и нужна. Давайте я покажу, какой нож сейчас. Порежем ножом бумажку, чтобы увидеть остроту ножа. Вот, видите, он рвет ее. Вот такие вот зазубрины получаются. Ну, то есть он не врезается в бумагу. Ну, если получится, то порвет ее. Вот. Нож немного затуплен. Ну и точно так же, как на мусате, мы делаем такие движения по ободку донышка тарелки. Нужно стараться попасть в угол ножа, в угол подвода, желательно попадать в него. Но в данном ноже подвод очень мелкий, его почти не видно. Режущая кромка здесь очень мелкая, поэтому я делаю так, на глаз. Так, давайте проверим нож. Нож немного рвет бумагу, где-то есть заусенчик, но, как мы видим, он намного лучше уже врезается в бумагу. Он стал резать без всяких зазубрин на срезе, на линии среза. Но где-то остался заусенчик, который в конце рвет бумагу. Какой-то небольшой сколик здесь есть, микроскопический. Но режет уже прекрасно. Всего несколько движений нам понадобилось, чтобы вернуть остроту ножа. Ну и на ободке тарелки мы видим, появился след. Вот этот темный след — это металл, который снимается с режущей кромки ножа и остается на этом абразиве. Поэтому работает точно так же с мусатом. Когда проводишь ножом по мусату,
на нем остаются следы, это снятый металл. Вот здесь у меня их хорошо видно. Вот таким простым способом, с помощью подручных средств, которые есть у каждого, можно заменить муссат. Ну, конечно, он намного удобнее, намного лучше работает, но когда его нет под рукой, можно воспользоваться такими средствами. Кстати, я планирую снять видео, как попадать в угол заточки ножа на точилке, в моем случае Ruixin RX 008, но таких точилок, как я уже сказал, очень много, они все одинаковые. Ну, иногда у меня спрашивают про эту рукоятку ножа Opinel, это обычный Opinel с буковой рукояткой. Такой цвет он получил после прожарки в духовке. У меня на канале есть видео, как я это сделал. Обычная рукоятка приобрела такой интересный благородный цвет. Кому интересно, ссылку оставлю в описании под видео. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите любые комментарии. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и быть в курсе всего. Всем спасибо за просмотр. Оставайтесь на канале. Все ссылки, как обычно, в описании под видео.